Национальный центр «Россия» — это общественное пространство, в задачи которого входит укрепление национальной идентичности, формирование чувства гордости за страну и развитие профессиональных навыков детей и молодежи. Этот масштабный проект создан указом президента Владимира Путина 1 июля 2024 года для сохранения наследия международной выставки форума «Россия» и демонстрации достижений страны на постоянной основе. Национальный центр «Россия» — это территория 28 тысяч квадратных метров. Гастрономические ряды. Выставочное пространство площадью более 6 тысяч квадратных метров. Конгресс-зал на 600 человек. Универсальный зал на 1600 человек. Деловая зона. И даже универмаг площадью 150 квадратных метров с лучшими российскими товарами. Здесь проходят культурные, образовательные, деловые и другие общественно значимые мероприятия. Национальный центр «Россия» — это место пользы, место гордости и место силы для всех жителей нашей страны. Инвестиции в среду. Инвестиции в человека. Инвестиции в технологии. Инвестиции в светлость. Дамы и господа, встречайте участников открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста». Тиаго Рюдигер, генеральный директор Танси Foundation, Бразилия. Джозеф Потвин, экономист, Канада. Елизавета Романова, студент, Российский государственный социальный университет, Россия. Сергей Иванов, исполнительный директор, член Совета директоров группы компаний ЭФКО, Россия.
Рашид Язами, президент KVI Holdings, член Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», Сингапур. Франсуа Нденгве, председатель, Африканский консультативный совет, Франция. Наиля Михрабова, член наблюдательного совета Холдинг Азерсун, Азербайджан. Джеффри Сакс, президент SDSN. Модератор сессии Максим Орешкин, заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации. Добрый день. Продолжаем наше мероприятие. Уже несколько насыщенных дней здесь, в Москве. Надеюсь, что все получают удовольствие. Надеюсь, что всем интересно. Надеюсь, что все познакомились с большим количеством интересных людей. На самом деле, мне кажется, это самое важное. Именно та коммуникация, вот те горизонтальные связи, которые образуются на таких мероприятиях. Знаете, когда задумывался этот формат, было очень много сомнений, получится, не получится, какие результаты мы получим в итоге, как это все пройдет. Но на самом деле мы в самом начале определили ряд вот таких базовых установок и старались их придерживаться. Я думаю, что это очень важно, это позволило достичь того результата, который мы получили. Ну что это за установки? Первое и самое важное, наверное, мы договорились о том, что диалог действительно будет открытый. Вне зависимости от того, какие у людей убеждения, какие взгляды, какие идеи, каждый должен иметь возможность приехать в Москву, высказаться, потому что в реальности идеи, которые на первый взгляд кажутся неработающими, кажутся несоответствующими текущему времени, на самом деле становятся идеями будущего. Ну и второй принцип, который мы применили, это принцип честности. Ну, все, кто участвовал, я думаю, мало кто сможет пожаловаться на то, что что-то было нечестно. У нас везде открытое голосование. Если ты можешь презентовать и, главное, увлечь свои идеи других людей, то ты, конечно же, мог сделать это и на стартовых площадках этого форума, при написании эссе. Ну и, конечно же, вот сегодня на это заключительное мероприятие мы позвали тех эссеистов, которые прошли этот отбор, прошли голосование двухдневное и доказали, что их идеи заслуживают большое внимание. Думаю, главное то, что хотелось бы сегодня пообсуждать, я думаю, что мы не будем затягивать эту сессию, но главное, что хотелось бы услышать, и я вот сейчас по кругу всем дам слово высказаться,
Ваши впечатления о формате, ваши впечатления об общении здесь. И считаете ли вы, что такие форматы нужно продолжать? Если эта идея будет поддержана, то, конечно же, мы готовы будем и вновь провести такой формат. Ну и главное, наверное, главный вопрос, а что можно сделать лучше? Потому что, как известно, нет в этом мире ничего идеального. И в каждом вопросе, в каждой истории всегда можно сделать что-то лучше. Конечно же, можно сделать и что-то лучше в нашем форуме, в нашем открытом диалоге. Наверное, первое слово, пойдем по часовой стрелке. Первое слово я хотел бы предоставить Джеффри, который все эти дни активно отработал на площадке, выступал экспертом, выступал с прекрасной презентацией собственных идей. Джеффри, ваше мнение об открытом диалоге? Thank you very much. Let me say what a delight Прежде and всего, honor it's been to огромная participate in честь, this open удовольствие dialogue. участвовать в этом открытом диалоге. We need precisely Я думаю, что нам нужен kind of именно extraordinary такой dialogue in the world формат, today. такой великолепный диалог сегодня в мире. Despite all of Вот, к our моему удивлению, interconnections, несмотря на instantaneous communication, то, что мы можем общаться сегодня буквально мгновенными сообщениями, то, что у нас есть столько возможностей для диалога, far too little. но на самом деле серьезного диалога, серьезных возможностей для диалога не так много. That we face И это, on the пожалуй, planet. самый серьезный риск, с которым мы сталкиваемся на планете. Bluntly and freely, I hope Да, it's я okay. говорил открыто и буду говорить For me to открыто come here и was a прямолинейно. little bit of an ordeal for an American. Ну, я американец, и приехать в Россию для меня не так просто приехать сюда. А можно ли вообще ехать? Разрешено ли это? Вот там же санкции, то и это. Вот так к этому относятся в моей стране. И я считаю, что это в корне The idea that неверно. dialogue И isn't celebrated, but is dangerous. считается почему-то, что диалог, он почему-то опасен. Меня спрашивали, стоит ли тебе вообще участвовать. Ну, как только я получил приглашение, я сразу знал, что я буду участвовать. Но вот в моей части мира просто нет диалога, нет никаких обсуждений. Вот в этом проблема. Нет правильного понимания. Я думаю, что и по большей части в Европе то же самое. Люди не общаются с другими странами, не слушают друг друга, не понимают, не осознают мир. Ну, по крайней мере, в моей части мира много пропаганды. Она опасна, не имеет какого смысла, нелогична. Если я вернусь в США и скажу, мне очень понравилось поучаствовать в открытом диалоге в Москве, во-первых, это никто не опубликует, и во-вторых, даже если публикуют, то просто меня все закидают тухлыми помидорами, скажут, ну просто идиот. Как ты вообще мог на это согласиться? И так далее. Так что, если говорить серьезно, хотел бы вас поздравить с успехом данного формата. Если кто-то не хочет участвовать в диалоге, какие-то правительства хотят ставить палки в колеса, это их проблема. Они только пострадают от этого. Можно только сожалеть, но я хотел бы призвать Российскую Федерацию, действуйте так и дальше, потому что я считаю, что это крайне важно для мира. Спасибо за внимание. Да, спасибо, Джеффри. Но вот если все-таки такой уточняющий вопрос, а вот что бы можно было сделать лучше? Вот чего не хватило в эти дни? Ну, во-первых, мы насладились гостеприимством. Я думаю, с точки зрения гостеприимства, приема тут ничего нельзя улучшить. Прием был радушным. И в целом мероприятие проводится на великолепном уровне. Я думаю, что вы можете просить нас работать еще больше, может быть, какие-то круглые столы дополнительно организовывать, проводить дискуссии по конкретным темам, идеям,
чтобы мы плотнее работали, чтобы мы не просто вели диалог, но и решали конкретные проблемы, чтобы вы ставили перед нами конкретные задачи. То есть, если вы кого-то приглашаете из-за рубежа, то нужно заставлять их работать здесь, чтобы они предлагали свои передовые идеи, подходом делились взглядами, анализом, просто чтобы они уже были готовленными обсуждать какие-то конкретные темы. Но в целом, я думаю, что вы справились с работой на отлично. Спасибо большое. Перед тем, как я предоставлю слово Франсуа, раскрою небольшой момент. Тут с Джеффри мы обсуждали вопрос развития Африки и что может быть сделано для того, чтобы привлечь гораздо больший объем инвестиций, который нужен сейчас африканскому континенту. Потому что потенциал гигантский, население молодое, быстро растущее. И вот как раз мы обсуждали, Джеффри говорил о том, что ключевая история – это образование. Образование, что любые инвестиции в образование сейчас в Африке вернутся с большим позитивным результатом не только для самого африканского континента, но и на самом деле для всего человечества. Поэтому очень рады, что много дискуссий было про Африку на площадке. И я очень рад, что вот как раз по направлению инвестиций в среда у нас победителем стал Франсуа. Хочу его попросить тоже пару слов сказать про мероприятие и про то, как он видит дальнейшие движения вперед. Большое спасибо, уважаемые коллеги, уважаемый Максим Орешкин. Ну, я тут, и что можно еще сказать? Великолепное впечатление. Я хотел бы начать с песни. Россия, свободная наша держава, Россия, любимая наша страна. Итак, и дальше по тексту гимна Российской Федерации. Ну что ж, на самом деле русские, может быть, и не знаю, насколько у нас, у африканцев, Россия просто в сердце. Это еще с Петра I. Может быть, вы не знаете этого, но у нас длительная история. Россия всегда протягивала свою руку помощи Африке. И вот что меня удивило, когда я начал изучать все. Во время Берлинской конференции с ноября 1884 до февраля 1885 Россия тоже участвовала в этой конференции. И вот именно там европейские страны просто поделили Африку на свои колонии. Но вот когда пришел решающий момент, чтобы забрать себе какую-то часть континента, Россия отказалась. И за это мы, африканцы, ей очень благодарны. Мы благодарны российскому народу. Не буду вдаваться в историю, но давайте поговорю о том, что происходит сейчас. Вот во время открытого диалога, вот каждый из этих двух слов, на мой взгляд, имеет равный вес. Он открытый, и это диалог. И наш профессор Джеффри Сакс сказал, что сейчас наступило время для диалога. А то, как вы это организовали, кажется, просто поражает воображение. Я бы никогда не мог представить, что я могу приехать сюда, в Россию, и сидеть здесь сегодня. Я направил свое эссе, так же, как и другие, и это был открытый, честный процесс отбора. И я же не из России. И у нас даже в Африке таких возможностей нет. И я очень удивлен, что именно Россия сейчас выступает пионером в этом движении. И я хотел поблагодарить всех организаторов, Анастасию, Аллу, Игоря и всю команду организаторов. Я впечатлен высоким уровнем организации. Не знаю, как это выразить словами.
И вот помните мероприятие в честь Дягилева? Я бы спасибо за то, что вы пригласили нас, потому что если бы в Париже такое организовали, я просто не мог бы себе позволить. У меня зарплата не такая высокая, чтобы сходить на мероприятие, посвященное Дягилеву. Так что спасибо за приглашение. Итак, как можно все это улучшить? И я буду говорить с точки зрения Африки. Африка — это единственный континент, где мы смогли победить, искоренить русофобию. У нас вообще нет русофобии, нет места русофобии. И вот на мероприятиях, таких как это, я думаю, что мы должны как раз рассказывать об Африке и об этом мероприятии рассказывать в Африке. К сожалению, пока у русских нет инструментов противодействия пропаганды. Я думаю, что африканцы должны знать, что Россия готова к диалогу, что Россия открыта. Да, у меня есть несколько идей, которые я могу вам передать или организаторам. Достаточно подробно проработанная программа, как это сделать, чтобы все больше африканцев узнавали о том, насколько Россия открыта. По поводу мероприятия. Тут творились очень важные вещи. Я раньше преподавал математику, затем перешел в социологию. Процесс отбора он на самом деле более глобальный. Сейчас по всему миру кризис демократии. Процесс отбора вот здесь напоминает мне ту систему, над которой я сейчас работаю, и которая сможет стать альтернативой демократии. Но я не буду подробно на этом останавливаться. Я хотел бы высказать слова благодарности, я хотел поблагодарить Российскую Федерацию за то, что вы вложили ресурсы, потому что наверняка на это потребовались огромные ресурсы. Мы вам очень благодарны. И, конечно, я чуть позже представлю идеи, как можно было бы это еще улучшить. Спасибо. Спасибо большое за эти добрые и откровенные слова. На самом деле отношение у России к Африке тоже очень теплое, человеческое. Как раз когда выступал Сергей, он об этом говорил об Убунту, как важном элементе, который объединяет и души русских людей и африканцев. Вот. Я записал ваши идеи. Действительно, можно, кстати, подумать о том, чтобы посмотреть и именно на африканском континенте сделать какую-то площадку, которая бы могла бы работать совместно с нашей площадкой. Это действительно могло бы быть хорошей идеей и таким объединяющей историей для Африки. Потому что Африка разная, это мы прекрасно знаем. И поэтому объединение даже самого африканского континента тоже важное направление. Сергей. Пару слов, Франсуа. Очень трогательно. Thank you so much. Африка в самом сердце, в моем сердце тоже. Это какой-то такой удивительный континент. Всякий раз, когда там оказываешь, чувствуешь родственные души. Про открытый диалог у меня, если честно, вначале был скепсис по самому формату подготовки. Эссе все-таки это интеллектуальное усилие, он очень перспективный, очень интересен как задумка, но если честно, я думал, пришлют на 50, может, дай бог, там, ну, до 100 доберется. И первое открытие, какую активность, как откликнулись люди в разных уголках планеты на саму идею 700 эссе, это такой как будто бы запрос на формы взаимодействия другие, более интеллектуальные. А второе открытие, сколько эссе написали про человека, про инвестиции в человека. А если сюда добавить второе по количеству инвестиций в связанность, там половина все равно будет про культуру. То есть как будто бы общее основание вот у всех, кто участвует, ну, принял участие, что решение вызовов и драйверы роста, они на самом-то деле все лежат в теме человека.
И вот с человеком нужно в первую очередь разбираться. И здесь мне кажется, что, может быть, наш исторический опыт какие-то идеи может подсказывать, потому что там, вспомнить 45-й год, 80 лет сейчас празднуем, страна разрушена, ничего нет, проходит всего-то 15 лет, и мы уже улетаем в космос. Вот какой-то невероятная среда, контекст, культура, подъем народа. И вот человек, который стал способен решать совершенно невозможные задачи. Вот как бы в нашем историческом опыте. И у нас в компании мы это исследуем очень глубоко и давно, и пытаемся понять, вот, а что же, какой же внешний контекст помогает вот тому самому культурному коду разбудить жизненные силы и прикоснуться к решению самых амбициозных и сложных задач. И как бы только в практической деятельности получается вот эта самая реализация и подготовка по-настоящему большого человека. И может быть как раз-таки космос может быть такой платформой новой, где вместе можно искать и сложные задачи находить. Вот, а просится в качестве идеи, не знаю, вот такое внимание к человеку, как будто бы хочется задуматься о создании института человека. Вот. А если что можно было бы сделать по-другому, мне очень, ну, как бы с точки зрения организации, атмосферы, качества, внимания к деталям, ну, я много посещаю мероприятий, это на достойнейшем, на очень высоком уровне. Практически безупречно, ничего сказать. И один момент, я вчера слушал эссе финалистов по теме среды и кусал локти, что я не могу находиться в панели про человека. Я все хотелось бы все послушать. И вот, может быть, если получится делать это в параллели, не в параллели, а последовательно, чтобы у кого есть возможность потом, ну, как бы присутствовать и быть вовлечен во все детали. Вот, наверное, на полях только такая заметка, пожелание. Да, спасибо большое, но мы обязательно поработаем с наследием вот того мероприятия, которое мы проводим, открытого диалога. Все это у нас будет опубликовано обязательно, для того, чтобы можно было еще раз посмотреть все эти материалы, чтобы каждый мог это все посмотреть. Мне кажется, сейчас Сергей очень важную такую историю сказал, вот, как он назвал, разбудить жизненные силы. Да? То есть создать, то есть, перефразирую, попробую это, там, создать мотивацию, довольно широкую мотивацию на благие дела. Мотивацию и в конкретной стране, и в мире в целом. Вот, на самом деле, вот с этим словосочетанием можно поиграть и сделать его таким слоганом, символом. То есть это открытый диалог для того, чтобы мотивировать людей делать благие дела для человечества и двигать человечество вперед. И в этом плане действительно в работах многих эссеистов, которые получили возможность о своих идеях рассказать, именно это и было таким вот ключевым элементом. Сделать что-то, чтобы дать эффект для каждого человека на Земле. Вот дальше я хочу передать слово Джозефу, который очень хорошо и удачно выступил по направлению инвестиций в связанность, предложил новые революционные идеи. Ну, это как раз ровно то место, открытый диалог, где как раз такие идеи и приветствуются, да, потому что где-то, конечно же, в большинстве случаев движение происходит эволюционно, но где-то новые идеи могут серьезно и кардинально менять картинку, эффективность того, что происходит у нас в мире. Джозеф, ваше впечатление об открытом диалоге и ваши пожелания на будущее? Добрый день. Добрый день. Когда я впервые увидел на RT объявление об этом конкурсе, я подумал, ну наконец-то мы поговорим о будущем мира. Я записал себе посмотреть на срок, и потом примерно через полчаса моя жена послала мне сообщение, говорит, тебе, говорит, надо подать заявку, потому что нет
большого количества площадок, где можно было бы обсудить такую широкую линейку проблем. Я занимаюсь идеей резервов Земли и обеспеченностью резервами Земли. Меня интересуют вопросы тонкой настройки и улучшения монетарной системы, которые используются в мире. И об этом мало где говорят. Поэтому я почувствовал, что это как раз мероприятие как раз для меня. Что касается России, я впервые столкнулся с Россией в 1972 году во время хоккейной серии Канады с СССР. И тогда у нас была холодная война, но все равно мы играли в хоккей, и я до сих пор, при поколении моих людей, это Третьяк до сих пор герой. Потом в 1993 году у меня был контракт с Министерством иностранных дел Канады, и мы рассматривали возможный вариант сотрудничества в экологической сфере с Россией. Я посетил Москву, Санкт-Петербург. И тогда, как вы понимаете, для России был очень тяжелый период. Я пробыл всего 2,5 недели, тогда, в 1993 году, но я лично на своем опыте убедился, какой глубокий кризис переживали обычные россияне. Я помню, я встречался с людьми из Российской академии наук, они сказали, что им зарплату 6 месяцев не платят, но все равно они ходят каждый день на работу. То есть это были люди очень целеустремленные, убежденные в необходимости своего труда. И сейчас я опять сюда приехал, я вижу поразительные изменения. Вот что не изменилось, это качество общения с русскими людьми. Вот этот уровень, наверное, вот насыщенность дискуссий, острота, напор. Что касается самого формата, во-первых, я очень благодарен за то, что у нас здесь действительно идет открытый диалог. Что бы я предложил изменить? Ну, может быть, как можно быстрее предоставить всем участникам возможность прочитать все эссе. Я встретился здесь с потрясающими людьми, и хорошо бы, если бы я мог за 2 недели до мероприятия прочитать их эссе, чтобы мог с ним пообщаться здесь об этом поподробнее. Потому что когда я что-то организую, я пытаюсь запустить общение между людьми еще до мероприятия, чтобы когда люди уже встретились лично, они уже понимали, о чем они хотят поговорить. Я здесь встречался с разными людьми, и я встретил нескольких людей, с кем действительно было бы интересно посотрудничать в будущем. Так что, в общем, я бы пораньше загрузил бы в общий доступ эти эссе, позволил бы людям узнать друг о друге больше. Все остальное мне очень понравилось. Потрясающий уровень. Спасибо. Да, действительно, это важно. Спасибо большое. Действительно, это важно, это горизонтальная коммуникация. Да, ну вот мне коллеги показали вот это вот полный сборник эссе. И все, кто участвует в мероприятии, все получат полный набор эссе. Как раз то, о чем вы говорите, об этом мы подумали, но я думаю, что вы правы, это надо сделать не только в таком бумажном формате, но еще посмотреть и сделать это в электронном виде, доступном в сети интернет, чтобы не только те, кто здесь сегодня присутствует на этом форуме, чтобы любой человек на планете мог получить доступ к этим эссе. И эта вот история с установлением горизонтальных связей между экспертами из разных стран, даже из разных областей, потому что вот эта вот коллаборация и коммуникация, она может быть очень эффективным. Для того, чтобы вот этот весь массив, он был доступен. И мы же с вами прекрасно знаем современные технологии, искусственный интеллект, большие языковые модели. Это все можно довольно быстро прошерстить и найти ровно то, что заинтересует тебя в большей степени. И благодаря новым технологиям в такие большие массивы данных теперь стало погружаться проще и уже нырять и изучать конкретные идеи. Поэтому спасибо. Вот такой материал будет у каждого. И также все это сделаем в электронном виде. Тьяго,
Что скажете? Спасибо. Ну, хочу сначала сказать спасибо. Это слово, которое здесь я часто говорю, надеюсь, произношение у меня нормальное. Ну, это отражает тот опыт, который у нас здесь был. Организация мероприятия была потрясающая. Даже вот по российским меркам все прекрасно общались, быстро отвечали на вопросы, проявляли гибкость. Как Сергей сказал, я тоже часто езжу по разным мероприятиям, и хочу сказать, что это было одно из лучших по организации мероприятий, по моему опыту. Также хочу вернуться к словам Джеффри. Я вот сам из Бразилии. У нас там отличные отношения на международной арене с Россией, но все равно на нас влияет Запад, вот этот как бы западный консенсус, если его так можно назвать. Так что тоже мне задавали всякие вопросы. Я сразу сказал, я поеду, всегда хотел посетить Москву, поеду обязательно, но потом я обсуждал это с моими деловыми партнерами, и мне задавали разные вопросы. Я ведь гендиректор компании, я подписываю документы от лица компании. Меня начали спрашивать, а там что, безопасно? Может быть, у нас возникнут проблемы? И я почитал информацию, я действительно хотел приехать, и в конце концов я приехал. Так что и мне было здесь прекрасно. Так что я, конечно, скажу только лучшие слова об этом мероприятии. Вот, если говорить о Бразилии и США, ну, может быть, в Бразилии как бы мои слова будут более приятно восприняты, чем в США, и больше бразильцев захотят приехать в Россию. Кроме того, меня удивило разнообразие этого мероприятия, не только в плане гендерного разнообразия, но и географического разнообразия. То есть здесь огромное количество самых разных участников. И я был один из экспертов, я сам не подавал, если я читал их, и многому сам научился, читая эти заявки. И что привлекло мое внимание, это тоже разнообразие типов тем, и микротемы, и макротемы, региональные вопросы. Некоторые эссе были посвящены БРИКС, другие предлагали более глобальную точку зрения, то есть вот, разнообразие здесь тоже очень важно. И мне кажется, что это была прекрасная такая разминка перед мероприятием БРИКС. Оно пройдет через месяц. И в Москве и Петербурге. Так что, что касается предложений, я согласен с Джозефом. Хотелось бы действительно заранее получить доступ ко всем эссе. Но я потом специализировался только на одном направлении, но я посмотрел на другие темы и понял, что там тоже много всего интересного, поэтому были интересные эссе и в других, представленные в других сессиях. Но надеюсь, что в интернете смогу теперь их почитать. У нас будет же доступ в интернете ко всем этим эссе. Я потрачу время на то, чтобы ознакомиться с ними. Уверен, что мне это пойдет на пользу. Также, может быть, вот тоже Джеффри об этом говорил, может быть, добавить практический какой-то компонент, добавить еще один день, посвященный практической работе. То есть мы познакомились друг с другом, мы познакомились и на сессиях, и на экскурсиях, и вот, может быть, выбрать какой-то день, чтобы мы могли собраться и закатать руки по локоть и поработать над чем-то практическим. Может быть, что-то даже разработать что-то практическое. Но как первое мероприятие, мне кажется, что оно и так превзошло ожидания. Но было бы неплохо, если бы в дальнейшем мы проводили такие диалоги и в следующих годах. И хорошо бы добавить день такой практической работы, который всем бы нам пошел на пользу. Спасибо.
Я вот хочу поблагодарить не только Тьяго, но и всех экспертов, которые со всего мира приняли работу в нашем форуме. Действительно, вот в этой части удалось организовать такой правильный баланс между уже теми, кто в своей жизни достиг больших результатов и чье мнение уважают и профессиональное сообщество, и в целом это мнение звучит значимо, и баланс с любым человеком, который на планете мог просто написать эссе, мог приехать, рассказать о своих идеях, найти людей, с которыми потом эти идеи будет реализовывать, причем не только в своей стране, но и в других странах. Этот баланс был правильный, и вот еще раз спасибо Тьяго, спасибо другим экспертам, что помогли этот баланс сделать правильным. А вот то, что касается ваших предложений, абсолютно поддерживаю. Обязательно учтем при подготовке следующего мероприятия и ждем на следующем мероприятии вас опять снова к нам в гости, чтобы впечатление России становилось все больше и больше. Следующий выступающий Елизавета Романова. Как раз я рад, что есть еще представители нашей страны сегодня здесь, которые прошли горнило вот этого отбора. Елизавета у нас является студентом, вот, что лишний раз показывает полную открытость, честность того формата, который мы придумали. Елизавета, что скажете? Ну, во-первых, я хочу сказать здравствуйте и большое спасибо. Каждый человек, который сегодня здесь есть, который выступал все эти 2 дня до, и те, кто сейчас здесь сидят, говорят абсолютно правильные слова. Во-первых, хотелось послушать, я не знаю, послушать всех и вся, узнать о том, какие эссе есть вообще в нашем формате, послушать о том, что нового сделано в других секциях, потому что пока идет твоя секция, ты думаешь, интересно, а что происходит там? Потому что до этого в первый день ты пообщался с этими людьми и понимаешь, тебе хочется услышать, что они говорят во второй день, что интересного они преподносят, но не получается, и, правда, немножко локти кусаешь, абсолютно согласна с Сергеем, потому что я тоже хотела послушать секцию про среду, так как человек и среда — это есть неотъемлемая часть. Плюс я абсолютно согласна с Тьяго, который сказал, что 4 дня — это был бы хороший формат. То есть один практический день, день для знакомства и для того, чтобы полностью покоммуницировать друг с другом. Это был бы наибольший плюс с точки зрения знакомства, а это главный факт взаимоотношения и социализации всех людей. В отношении того, как здесь все построено, это удивительно, потому что я тоже была в легком скепсисе, когда мой преподаватель прислал мне ссылку и сказал: пиши эссе, может, что-то из этого и получится. Получилось, я этому удивлена. А больше всего я удивлена тому, насколько люди согласны с тем, что самое главное в нашем мире — это человечность. И соблюдение норм, правил морали, отношения, а также законов в отношении людей — это самое прекрасное, что у нас есть. И может быть лучше, если мы все вместе над этим постараемся. И мы стараемся. Идея каждого здесь сидящего человека — это идея для людей, а не против людей. Просто нужно правильно это использовать. Думаю, на этом все. Да, спасибо большое. Спасибо. И за это очень, на самом деле, прекрасные слова. Я полностью поддерживаю. Вот, на самом деле, это действительно пронизано в каждом слове каждого выступающего. Не только сегодня здесь за круглым столом, но действительно и на всех секциях, на всех обсуждениях. Вот, дополняя то, что сказал Сергей, разбудить жизненные силы, да, вот силы человечности для человечности, да, то есть внутренние силы людей для того, чтобы вот этой человечности, как сказала Елизавета, действительно было больше. Спасибо большое за ваше участие и, надеюсь, вашему примеру в следующем году последует больше и студентов, но это будет означать, что уже отбор будет жестче и больше интересных идей мы здесь услышим. Это действительно самое важное, что больше вот этих прорывных инициатив, оно появится на нашей площадке. Рашид, ваше слово. Хорошо, огромное спасибо.
Выступать на этом мероприятии для меня большая честь. Сижу с уважаемыми экспертами, обсуждаем сейчас с вами это мероприятие, которое проходит в Национальном центре России. Я хотел бы привести исторический контекст. Как я вчера сказал, вот впервые я услышал о России, когда запустили спутник в конце 50-х. И затем мне представили небольшую модель спутника. И это меня вдохновило. И, наверное, повлияло на всю мою карьеру. Вот, сформировало меня как ученого, и я все время мечтал о космосе. И в целом я любил российскую литературу. Я думаю, я прочитал почти всего Достоевского. А потом уже, когда мне было 18, я учился в Марокко, занимался математикой. У нас был профильный класс, и мы решали сложнейшие задачки из русского учебника. То есть у нас там были русские учебники по математике. И мы просто не знали, как это делать, и, конечно же, пытались справиться с этим. Так что учебники были на русском языке, и мы пытались решать их. И, кроме того, я участвовал я получил премию по энергетике в 2014 году, и с тех пор я член как раз комитета, который награждает кандидатов к этой премии. Иногда к нам обращается даже президент Путин, то есть он выступает на этих мероприятиях, на церемонии награждения. И поэтому я вот мечтал, что наконец-то я смогу приехать в Россию, вот когда мы хотели проводить очередное награждение, я собирался приехать, но вдруг наступила пандемия COVID, и я не смог, и вот наконец-то я приехал в Россию. Так что в целом могу сказать, что мероприятие «Открытый диалог» — это очень важное мероприятие, организовано на высочайшем уровне, и как Джеффри Сакс говорил, мы, конечно же, посещаем сотни мероприятий. Я могу вам сказать, что по уровню организации это одно из лучших. Все просто идеально. Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в организации, руководителей, команду. И хотел бы поблагодарить российское посольство в Рабате, Марокко, которое номинировало меня, иначе я бы здесь не оказался. По поводу мероприятий. Да, я общался со многими здесь. Как мы знаем, здесь представлено более 100 стран. Это огромный показатель. Но мне кажется, мероприятие правильного формата. Это не так, как мероприятие по климату, КОП, там, где огромное количество людей, ты ничего не успеваешь. А здесь, мне кажется, вот это мероприятие правильного масштаба. Вы можете и пообщаться, и послушать эссе, и поголосовать, и обменяться мнениями, поделиться собственным мнением. Что касается предложений, наверное, я соглашусь с тем, что уже говорили. Хотелось бы больше возможностей для общения. Вот, пообщаться с экспертами по энергетике, те, кто готов предложить другие точки зрения, может быть, инвестиций, будущих технологий. Мне бы хотелось встретиться с теми, у кого есть вопросы, чтобы мы могли пообщаться, задать друг другу вопросы. Может быть, каким-то новым идеям прийти. И вот в этот раз я приезжаю к вам из Сингапура, далеко от России, да? Но я бы хотел остаться чуть
подольше и посетить несколько университетов, встретиться с студентами, профессорами, выступить с лекциями, пообщаться с ними, может быть, вдохновить их, рассказать о том, что происходит в разных сферах технологий по всему миру. Вот, наверное, в следующий раз, если будет такая возможность, я хотел бы как раз этим заняться. Спасибо. Спасибо большое за такие добрые слова. Но Россия открытая страна. Сюда можно приехать в любой момент. Люди открыты для разговора. Да, вот вы сказали про университеты. Я думаю, университеты будут рады сотрудничеству. Но здесь же как? Важно проявить инициативу, предложить. Я уверен, что любое предложение, сделанное на российской земле, оно найдет тот свой отклик. Поэтому спасибо большое, что поучаствовали в нашем мероприятии, сыграли важную роль. Ну и надеемся, что вот эти контакты у вас уже за пределами этого открытого диалога будут становиться все больше и больше таких контактов, совместных проектов будет становиться все больше, совместной работы с российскими университетами будет становиться больше. Действительно, очень много интересного в этом можно найти. Ну и последний по порядку, но не по важности выступающий, Неля Мехрабова, еще один из победителей в номинации «Инвестиции в технологии». Неля, что скажете? Ну, прежде всего, хотел бы вас искренне поблагодарить. Спасибо за приглашение. Хотел бы поблагодарить каждого человека, который помогал нам, сопровождал нас на каждом этапе этого мероприятия. Прекрасная организация. Хотел бы благодарить экспертов. Без экспертов презентация наших идей ничего бы не значила, была бы бесполезной. И Тиаго хотел поблагодарить, доктора Язами и других экспертов, которые нам помогали. Вот, господин Орешкин, вы спросили, а нужно вообще вести диалог? Такие форматы, они вообще нужны? Мне кажется, они играют критически важную роль. Это краеугольный камень нашей работы. Мы находим решение. Мир меняется, быстро меняется. И нужно понимать эти механизмы тенденции, а это можно сделать с помощью эссе. И как только мы будем лучше понимать, мы сможем находить более оптимальные решения. И каждое эссе, каждый автор, который представил свою работу, они все помогают находить решения. Как я уже говорил, очень важно отыскивать эти тенденции, закономерности. Стратегии — это закономерности в потоке решений. Как только вы их понимаете, то вы можете создавать будущее. И здесь мы собрались, чтобы понять, каким образом строить будущее. Я приехала на открытый диалог, чтобы представить результат нашей совместной работы с цифровыми предпринимателями, системными инженерами и теми, кто создает нарративы. И да, я представила цифровую платформу. Мы говорили о логистике, страховых компаниях. Но на самом деле мы хотели бы представить некую архитектонику новой дипломатии, где главным будет нарративы, истории, сюжеты, образы, чтобы технологии не были такими безликими, чтобы не было лицо. А без вот такого диалога мы не найдем решений. Хотел бы лично поблагодарить вас, уважаемый Максим Орешкин, за организацию данного мероприятия. Мы считаем, что мы предлагаем решения, которые пойдут на пользу всему миру в конечном итоге. И самое главное — это озвучить их на правильном форуме,
чтобы их услышали, обсудили и, возможно, затем взяли в реализацию, взяли на вооружение. Еще раз огромное спасибо. Спасибо большое. Ну вот, как бы это уже не было грустно, в конце каждого мероприятия приходится подводить итог, завершать его. Ну, что я хотел бы сказать в завершении. Вот и Джозеф сегодня, и Рашид вспоминали впечатление России. Кто-то вспоминал «Спутник», кто-то вспоминал хоккейную серию «Россия-Канада» в начале 70-х годов. Но я уверен, что сегодняшнее мероприятие для тех, кто присутствовал здесь и работал эти дни на площадке, тоже станет таким впечатлением, которое будет в дальнейшем по жизни вспоминаться с добротой в сердце и будет, конечно же, заряжать энергии на то, чтобы реализовывать свои идеи. Участники стола говорили много про наследие, про те работы, которые здесь сделаны. Еще раз повторюсь, вот такой сборник всех эссе и тех, кто смог приехать сегодня в Москву, в эти дни в Москву, и те, кто просто направил эти эссе не будут забыты, они будут доступны, и они становятся уже таким наследием этого форума, не только этого форума, по сути, наследием работы большого количества людей по всему миру. И, как я говорил в своем вступительном слове, когда открывал этот открытый диалог, нам еще предстоит переосмыслить многие из тех идей, которые здесь есть, и эти идеи станут основой больших изменений во всем мире. Спасибо за оценку формата открытого диалога. Я соглашусь со всеми выступающими, что действительно формат продемонстрировал успех. Поэтому мы обязательно эту работу продолжим. И вот поверьте мне, в следующий раз мы сделаем ее еще на более высоком уровне. Будет больше участников, будет больше качественных дискуссий, будет более интенсивная работа. И вот те предложения, которые сегодня сделаны за круглым столом, и я думаю, мы еще отдельно проведем опрос всех участников и спросим, что же еще можно донастроить и улучшить. Все это будет учтено при подготовке следующего диалога. Ну, а завершить, я, наверное, хотел бы словам благодарности. Благодарности экспертам, благодарности организаторам, без которых бы все это не состоялось. И, конечно же, главная благодарность эссеистам по всей нашей, казалось бы, большой, но на самом деле довольно маленькой планеты, на которой мы все вместе уживаемся, на котором нам всем вместе реализовывать проекты, которые будут двигать и отдельных людей, отдельные города, страны, да и все человечество вперед. Спасибо большое. Верьте в себя, верьте в свои силы, творите. Спасибо.